Welcome to Simple English YouTube channel. Привет всем, добро пожаловать на YouTube канал Simple English. Сегодня наша тема, как вы видите, most efficient way to learn vocabulary. То есть вопрос, который задают очень многие ученики, это самый эффективный способ, как выучить vocabulary, то есть как улучшить свой словарный запас, да? И очень многие ученики мне задавали этот вопрос в протяжении долгого времени, и я решил сделать на это одно видео, чтобы визуально объяснить, как этот процесс происходит. Окей, начнем. Первое, то, что вы должны сделать, это identify the necessary words from one topic. То есть вы должны сначала, конечно же, найти нужные, необходимые слова, и желательно те слова, которые касаются одного топика. Почему? Потому что в английском языке очень много слов, и многие слова, множество слов используются только в каком-то одном топике, и в остальных не используются, да, допустим. И если вы их учите, только будете использовать очень редко. То есть necessary words, я имею в виду то, что вы должны выучить важные слова, которые используются часто. И желательно эти слова должны быть с одного топика, то есть касающиеся одной темы, потому что так вам будет запоминаться легче, и вы так будете знать разницу лучше. Потом второй, после того, как нашли слова, вы должны их перевести, конечно же. И в процессе перевода обращайте внимание на многие факторы, такие как форма слова, то есть существительное это глагол, это прилагательное, нужно на это смотреть, потому что множество слов имеет более чем одну форму, да. И этот процесс тоже важен, смотреть на форму слова, потому что в книге еще пишут в скобках в, допустим, да, verb, то есть, или не, noun, или adjective. И этот процесс важен, потому что если вы выучите неправильную форму слова, вы потом не сможете использовать это слово в правильном месте, да. Допустим, если вам дают слово book, да, если это noun, как мы все знаем, это значит книга. А если слово book приходит как глагол, это значит забронировать. То есть вот очевидная разница, один пример, и вот вам один наглядный пример. Окей, третье это write one example. То есть как только вы написали, то есть перевели слово, запишите его в свой словарь и снизу сразу же напишите один пример на это. То есть, допустим, вы перевели слово book как глагол, забронировать, да? И потом сразу же напишите в свой словарь один пример. I booked the hotel yesterday. То есть, вчера я забронировал отель. Вот и все. И когда вы будете это читать в следующий раз, или, допустим, через неделю, через месяц, чтобы это повторять, вы увидите, в каком месте это именно используется. Почему? Потому что, допустим, например, когда вы переводите слова с русского языка, с английского языка на русский, слова могут быть то есть созвучные, но давать другой смысл. Например, слово solve, мы будем сегодня слово разбирать, слово solve означает решать. И слово decide тоже означает решать. То есть, если вы, допустим, перевели слово decide, вот translate, да, сделали слово decide, и вы выучили, что это решать, да, но слово decide это решать что-то сделать, допустим, или же решаться на какой-то поступок, решать между двумя выборами, да, но это не решать пример или не решать проблему. Если вы, допустим, используете слово decide the problem, это будет очень неправильно и даже смешно на английском. Вот из-за этого вам нужно написать обязательно один пример, чтобы это слово как бы понять лучше, как это используется. После того, как вы написали пример, вы должны его читать over and over, да, то есть заново и заново, все больше читать 100 раз, 200 раз, читать это слово. So what? I'm supposed to read this over and over and over until I'm old? После того, как вы это прочитали, это слово окажется в вашей кратковременной памяти, и вы более или менее его запомните. Читать нужно двумя способами, то есть первое это English and Translation, то есть сначала с английского на перевод, допустим, book забронировать, book забронировать, book забронировать. То есть вот так вот вы должны прочитать это 100 раз, потом обратно, то есть с перевода на английский, допустим, забронировать book, забронировать book, забронировать book. Почему? Потому что, допустим, когда вы читаете текст или же слушаете какую-то английскую речь или смотрите фильмы, вы слышите слова на английском, да? И вы должны знать их перевод, чтобы понять. То есть вы должны их translation знать. Вот в этом случае, то есть для ридинга и listening вам понадобится учить с английского на другой язык. А в случае speaking или же writing у вас зачастую идея приходит на русском языке, и вы должны это слово переводить. Вот из-за этого нужно учить с русского на английский тоже. То есть нужно учить обоими способами. И потом, конечно же, нужно сделать небольшие заметки. Я в следующем слайде сейчас покажу, как сделать эти заметки. И это
есть такой секрет быстрого изучения vocabulary и запоминания его на долгое время. Окей. Представьте, что вы взяли небольшую бумажку, да, вот с таким вот размером. Ну, бывают же бумажки для заметок. Вот такая бумажка. И это передняя сторона, это задняя сторона. То есть я сейчас расскажу, как сделать заметки себе. Окей, допустим, вы должны написать на одной стороне 5 английских слов, на второй стороне 5 русских слов. Вы пишете примерно вот так вот. Solve, да, то есть перевод, один, решать. Второй, guess, гадать, угадывать, да. Окей, третье, suppose, предполагать. Четвертое, assess, оценивать. И пятое, determine, определить. То есть вот так вот, у вас будут слова все английские и русские с одной стороны. После того, как вы повторили слова, допустим, 100 раз с английского на русский и с русского на английский, вы должны их вот так вот записать в этой форме, потом вы должны постоянно себя спрашивать. То есть, закрывая эту сторону, несмотря на русскую сторону, вы должны спрашивать себя, допустим, слово solve. Если вы знаете перевод, решать, переходите дальше. Guess. Если вы знаете перевод, опять же, переходите дальше. Потом suppose. Если вы забыли перевод, вы переворачиваете листочек, читайте его, вы его вспоминаете заново, потом дальше переходите. Assess. Если забыли, смотрите, если нет, читайте дальше, спрашивайте. И вот в день где-то можно сделать 5 таких заметок, выучить 5 таких заметок, и это будет уже 25 слов в день. Можно сделать побольше по желаемости. И почему именно заметки? То есть многие спрашивают, то же самое можно делать и в тетрадках, да, и в словарях. Но почему именно заметки? Потому что вы не можете, допустим, тетрадки читать на улице. Допустим, когда вы ездите на метро или же на такси, у вас будет свободное время, вы обычно слушаете музыку или еще что-то делаете, но в это время можно выучить очень-очень много английских слов, если вы будете делать так. То есть 5 таких заметок, это небольшая такая маленькая стопка, и можно его положить на задний карман брюк и в любой удобный момент вытащить, и когда у вас есть 5 минут времени, все это прочитать, запоминать слова. Окей, второй смысл, почему это важно, это потому что, когда вы повторяете слова много, один раз, они у вас обычно в кратковременной памяти, а когда вы повторяете в разных промежутках времени, то есть за час вы можете повторить 1000 раз, либо в день там 5 раз по 15 минут и 100 раз. Второй способ будет намного эффективнее, и это будет уже в вашей долговременной памяти, и вы это слово уже никогда не забудете. И в день где-то, как я сказал, сделать таких 5-6 таких карточек, уже будет 25-30 слов, и в месяц это уже, как вы получается, 900 где-то слов. Окей, на этом все. Спасибо вам за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. И если вы знаете какие-то другие способы, как выучить эти слова, пишите в комментариях. Или же, если у вас есть какие-то вопросы, тоже пишите в комментариях. Я сделаю новое видео. Всем удачи, до свидания.